я чего, за 30 лет столько наворотила? Деньги есть? Вообще есть. Прям отлично все, честное слово. Она проявляется ровно в этом. Расскажите подробнее по поводу того, Всем привет, с вами Адель Зиганшин, ваш провокативный психолог проявлений. Или, как говорят мои клиенты, джин психологии. Не потому что большой голубой мужик, а потому что исполняю желание. Сегодня у нас диалог у камина про деньги. И сегодня у нас в гостях замечательный человек. Сегодня у нас в гостях журналист, редактор, контент-технолог, поэт, автор книг, девушка, которая работала на телеканале ТНТ и в журнале СНОП, номинант 2019 года выбор читателей Лайвлиба. Девушка, которая, как в сказке, 30 лет профессионально изучает текст и возможности текста, является членом Союза журналистов с 1992 года. Основатель и уже 7 лет руководит школой контента, где учат людей писать и говорить о себе. Ее клиенты не будут бояться после школы писать о себе, находить клиентов, находить новое знакомство, друзей или свое призвание. Наш гость сотрудничала с такими известными спикерами, как Александр Свияж, Наташа Маркович, Александр Ройтман. В настоящее время проводит мастер-классы и тренинги по темам контент-стратегия, основы копирайтинга, вирусные тексты и так далее. Также наш гость опубликовала и написала 2 книги-бестселлера о текстах. Это школа контента, как писать продающие тексты, и я копирайтер, как зарабатывать на текстах. Также является экспертом пиара и маркетинга. Среди клиентов нашего гостя такие компании, как Сибур, Росатом, 1С и другие. Еще наш гость публикует свои стихи под псевдонимом Марта Яков и издала уже 2 сборника «Кофе с солью. Непальская история». Как заявляет наша писательница, ее поэзия предназначена для девочек от 5 до 95 лет. Играющий тренер, копирайтер, журналист, редактор, контент-технолог, поэт, автор книг, руководитель школы, спикер вебинаров и тренингов, человек-текст, сказочная женщина Майя Игоревна Богданова. Майя, доброе время суток. Слушайте, я сама устала от этого списка. Бедные слушатели, это я чего, за 30 лет столько наворотила? Добрый день, Адель, очень приятно, на самом деле. И вы просто настоящий исследователь. Сколько вы информации-то обо мне собрали, это круто. Я благодарю вас за то, что ваше творчество так влияет на мир, и я, если честно, могу признаться, я не первые недели слежу за вашим творчеством. Для меня это очень искренне и очень трепещет. Для меня очень трепетно ваша деятельность, ну и ваша подача, конечно. Майя, скажите, как вообще у вас дела с деньгами? Деньги есть? Вообще есть. Прям отлично все, честное слово. И Круто. я даже, кстати, не боюсь об этом рассказывать. Я не считаю, что деньги любят тишину, и надо вот там сидеть и прибедняться. Я совершенно спокойно говорю о деньгах, называю суммы, которые я зарабатываю, честно плачу с них налоги, поэтому, собственно, спокойно могу об этом говорить в паблике. И недавно на канале Татьяны Мужицкой я давала интервью и рассказывала о том, как, собственно, за последний год я вырастила там свой доход практически x10. Поэтому отлично все с деньгами, очень люблю про это говорить, легко про это говорю. Классно, классно. Это как раз то, что нужно для нашего диалога. Майя, скажите, а что вообще для вас такое деньги? Деньги это что? Слушайте, деньги – это свобода. Свобода принимать решения и быть готовой за свои решения заплатить. Причем временем, да, последствиями, чем угодно. И в первую очередь для меня деньги стали ценны тогда, когда я поняла, что я хочу быть свободной в своих решениях. Мне было 18 лет, я решила родить свою старшую дочь. Очень осознанно, я очень хотела ребенка, и меня никто особо не поддержал. Мои родители считали, что надо сначала закончить юридический факультет, устроиться на работу, вот это вот сделать там все, что полагается, а потом рожать детей. А я хотела ребенка вот от этого человека, вот в этих отношениях, и вот все, как бы мне было 18, я считала, что я уже созрела. И когда родилась моя Сонька, я поняла, что, оказывается, дети – это очень много денег. И в этот момент, собственно, началась моя игра с миром в то, а сколько я стою.
Я, собственно, продолжаю ее по сей день, повышаю ставки и считаю, что это очень крутая, очень классная игра. Это на самом деле очень круто и классно. А все же, если одним словом, вот говорят, деньги — это возможность, Свобода. Ну, одним словом, свобода. свобода, как она проявляется? Она проявляется в том, что я могу сама принимать любые решения, куда мне лететь, где мне жить, сколько детей мне рожать, как мне организовывать свой день, где мне заниматься спортом и заниматься ли им вообще. Она проявляется ровно в этом, в моей свободе принимать решения, которые касаются моей жизни. Мгм. Вам нравится тратить, копить, зарабатывать или все Мне вместе? нравится зарабатывать. Честно, мне нравится зарабатывать. Я не особо люблю ни тратить, ни копить. Тут как бы у меня все ровненько. То есть я умею и то, и другое. Но драйв, энергию, драйв я получаю от процесса зарабатывания денег. Для меня, как я уже сказала, это игра с собой и с миром. Расскажите подробнее по поводу того, что, как вы почувствовали вот этот приход денег в виде вот этого драйва, вот этого адреналина? Как это произошло? Что за история такая была? Это была очень прикольная история. Мне как раз было 19, это была моя самая первая работа. Вот родилась Сонька, я пошла искать себе работу. И я пришла работать в журнал о казино. И пришла я туда работать, изначально никакого журнала не было. У ребят была какая-то завязка с казино, что-то они там, какое-то оборудование, то ли в лизинг, то ли в аренду давали казино, они искали секретаршу. Я пришла с ними поговорить, собственно, на собеседование на место секретарши, они стали меня расспрашивать, и я стала рассказывать о журналистике, которой я занималась реально с 92 года, работала в самых разных изданиях, писала для них, работала на радио. В общем, много чего интересного делала. Они говорят, слушай, а про казино журнал сделать можешь? Я говорю, могу. Они говорят, а давай сделаем. Так я в 19 лет стала главным редактором журнала о казино. Мне предложили какую-то довольно смешную зарплату, типа $200. А еще я туда же устроила своего мужа, который, значит, умел дизайнить и делать красивые картинки. И, соответственно, я должна была делать текст, а он должен был делать верстку. Ему тоже предложили $200. И вот мы, значит, целый месяц делали этот журнал. Я искала рекламодателей, естественно, сама. У нас не было никакого рекламного отдела, ничего. Ну, у ребят вообще не было опыта выпуска никаких журналов, и они не понимали, как это устроено, у них не было особо на это бюджета. Как я понимаю, они не очень верили в то, что эта история выстрелит. Поэтому я сама писала тексты, я сама все придумывала, я придумывала редакционную сетку, и я же сама ходила на встречи с владельцами казино и, собственно, предлагала им купить рекламу в новом журнале, пока еще дешево. И я ухитрилась продать таки 3 контракта в этот несуществующий журнал, мы его, соответственно, сверстали, выпустили. И в этот момент я подумала, что $200? Это мало? Ну, я стою явно дороже, ничего себе. Ну, мы сделали этот журнал, мы сейчас разложим его в казино, мы там договорились о дистрибьюции и так далее. Я пошла и сказала, ребят, со следующего месяца это стоит 600. И они мне повысили зарплату. А потом, собственно, пришел мой муж и сказал, а я не могу зарабатывать меньше, чем моя жена. Ну, типа, я теперь тоже стою 600. И они ему повысили тоже зарплату. И так, собственно, из студентов с нулевым доходом за 2 месяца мы превратились в людей, у которых $1200 дохода. Это, ну, я напоминаю, 98-99 год, кризис жесточайший, люди, в общем, доедают последний хрен без соли, а эти двое бездельников, значит, растят маленького ребенка, учатся на очном на юрфаке и, соответственно, еще и зарабатывают такие бабки, потому что работают по ночам. Все казино работали по ночам. И это был очень прикольный период в моей жизни. Именно тогда, наверное, я поняла, что, кажется, я это могу, кажется, я это умею, и, кажется, мне это нравится. Это просто восхитительно на самом деле. Иногда мне кажется, что каждый успешный человек в какой-то момент своей жизни начинает связываться с казино, с игровыми бизнесами или с какими-то там не совсем законными на данный момент бизнесами. Это удивительно, ну, для меня лично это такое удивительное. Ну вот тогда это было все абсолютно легально, и мне было дико интересно в этом разбираться. Я выяснила там правила, научилась играть в покер, вот, сходила, сыграла на рулетке впервые в жизни. Если честно, вот у меня сейчас
детям, младшим моим детям 16. И, то есть, соответственно, через 2 года будет 18. Я не представляю, что чувствовали мои родители, когда их 18-летняя дочь шастала по ночам по казино и продавала рекламу и писала какой-то журнал. Ну, то есть, вот вообще не представляю. Потому что я смотрю на этих, ну, мне все время кажется, что они маленькие. Как это в 18 лет я жила такой жизнью, мне, конечно, сейчас совершенно непонятно. Ну, время было другое, видимо. Майя, а вот сейчас, в 2023 году, в конце 2023 года, откуда сейчас людям брать деньги и откуда сейчас берутся деньги? Я не в плане того, что там с банковской ленты, да, выпускаются, а в плане вот этих процессов социализации, процессов построения бизнеса. Как вы считаете, откуда они берутся, эти деньги? Значит, я очень простую вещь скажу. Я считаю, что деньги – это эквивалент ваших умений решать чужие задачи и вашей энергии в донесении информации об этом. Важно оба компонента. Важно уметь решать чужие задачи и важно иметь энергию и драйв об этом говорить. Если эти компоненты есть, деньги будут всегда. Проблема большинства людей в том, что они думают не про то, какую задачу я могу решить, да, для кого я могу решить эту задачу, для кого я хочу решить эту задачу, как ему об этом рассказать, как сделать, чтобы он об этом узнал, что я умею делать, что я хочу делать. До тех пор, пока фокус внимания находится на себе, да, вот это я хочу, я умею, я делаю, я учился, ничего заработать невозможно. Деньги, они всегда находятся у других людей, да, компании, людей, ну, неважно, как бы, в любом случае, компания – это тоже люди. Я вечно топлю за то, что никакого B2B не существует, существует одно бесконечное B2C, потому что решения все равно принимают живые люди, да, даже внутри крупных компаний. И вот когда ты разговариваешь с живыми людьми, понимаешь, какие у них есть задачи, и хочешь эти задачи помочь им решить, все, у тебя не будет проблем с деньгами. В тот момент, когда ты начинаешь думать так. У меня складывается такой интересный вопрос, который я для себя снова вспомнил внезапно на одной из консультаций. А для вас, Майя, что значит проблемы с деньгами? Это от какой суммы вниз? Это очень смешно, потому что у меня недавно эта сумма поменялась. У меня долгое время была совершенно конкретная сумма 300 тысяч. Она должна была быть на карточке. И вот если мы опускались ниже 300 тысяч, да, после там, ну, всех выплат, допустим, в начале месяца, я начинала чувствовать какую-то неудовлетворенность и понимала, что ну как-то пора двигаться и что-то с этим делать. И тут в какой-то момент, ну, я стала, правда, сильно больше зарабатывать, но и вкладывать стало больше, у меня там разложены куда-то деньги, и, соответственно, когда я первый раз вложила, я поняла, что у меня на карте больше, чем 300 тысяч, ну, сильно больше, но я не чувствую больше себя с этим комфортно. У меня за это время, пока на карте были большие суммы, растянулось вот это внутреннее восприятие порога, и я теперь, ну, как бы уже не воспринимаю эту сумму как, ну, порог, в котором мне понимаю, пока, честно, это новый для меня процесс, это прям вот я говорю про последний месяц, да, может быть, там 1,5-2. Я не понимаю, пока свою новую точку, в которой, ну, мне комфортно и защищенно, она как будто сейчас отстраивается, вот, видимо, она находится где-то в районе 500-600. И это очень забавно. Я прям увидела воочию, как сумма, которая для меня была про безопасность очень долго, резко перестала ею быть. Затрону тогда еще такой момент. А какие у вас традиции есть по поводу денег? Традиции по поводу денег, слушайте, даже не знаю, у меня, наверное, в этом смысле была только одна традиция. Если мне нужны были деньги, я всегда могла папе сказать, что папа, мне нужны деньги, и папа никогда не спрашивал, ну, типа, на что, чего, куда, чего, зачем потратила. Папа всегда говорил, ты там моя детка, любимая, ты моя самая хорошая, на. Вот, это было довольно долго, до довольно приличного там возраста, то есть вот
там у нас была вот эта размолвка с ним в 19 лет, потом, когда, соответственно, ну, естественно, отношения снова выровнялись, он меня продолжил поддерживать, и, наверное, лет, может, до 28 даже. Поэтому, наверное, моя главная традиция, если с деньгами что-то непонятно, сходи к папе. И это, ну, касается давно уже, конечно, не физических денег, да, то, типа, касается того, что папа у меня доктор наук экономических, он возглавляет институт социологии и экономики РАН. И он потрясающий человек, правда, он очень интересно говорит, очень интересно думает. Ему 84 года в этом году исполнилось. И при этом он помнит, ну, какой-нибудь там бюджет Китая, там, 30-летней давности, и как развивалась экономика Китая, и где там ups and downs. Ну, вот, я говорю, он, конечно, фантастический в этом смысле. И у него очень масштабное мышление. Да, то есть он никогда не думает про проблему, ну, как говорил Эйнштейн, да, ее проблему нельзя решить на том уровне, на котором она возникла, нужно всегда подняться на уровень выше. Вот я хожу к папе, чтобы подняться на уровень выше, потому что, ну, как бы я с любой своей задачей, да, вот я тыкаюсь в нее на том уровне, где мы находимся. И я прихожу и говорю ему там, типа, папа, у меня там то-то, то-то, да, у меня там контрагенты там сказали то-то, то-то. И всегда, абсолютно всегда, в 100% случаев он мне говорит какой-то другой взгляд на это, на все, из какой-то другой галактики, которая разворачивает для меня ситуацию полностью. Это вообще нереальная красота. Вот затронули такую интересную тему по поводу отношений. Отношений с папой, отношений с деньгами. Очень часто это взаимодействует в психологии, что если есть проблемы с папой, то будут проблемы с деньгами. А у вас есть вот это соотношение отношения с папой и отношения с деньгами? Слушайте, я всю жизнь была папина дочь. Я его безумно люблю, и у нас тяжелые характеры у обоих, мы оба яркие, сложные, там у папы свои книжки, там свои премии международные, у меня там, да, свои амбиции. Мы с ним, с одной стороны, так бывает, что спорим, а с другой стороны, мы безумно друг друга любим, и вот эта любовь, она как будто пронизывает ну, всю жизнь, да, то есть даже когда мы с ним ссоримся и там, не знаю, не общаемся или что-нибудь еще, я всегда там пишу ему письма, я пишу ему стихи, я про него думаю, и я точно знаю, что, ну, и он меня всегда любит, даже если он там в какой-нибудь очередной ажитации по поводу моих решений, с которыми он часто не согласен, вот, короче, не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что, правда, у меня всегда было и всегда остается вот это невероятное чувство нашей взаимной любви, даже если мы в конфликте. И поэтому мне сложно проследить эту историю, да, есть ли какая-то связка с деньгами. Вот. Но мы очень долго притирались, вот слава богу, уже последние годы, ну и папа помягчел с годами, и я повзрослела, мы стали, конечно, гораздо нежнее друг к другу относиться, а там в мои 30 просто летали клочки по закоулочкам, мы очень спорили. А какие рекомендации вы бы дали вот людям, которые хотят много зарабатывать? Вопрос про много зарабатывать это тоже как бы такой обширный, да, вопрос. Для кого как это много? Слушайте, я бы, знаете, что сказала? Что надо понять, а на чем вы, да, уже умеете зарабатывать, и что вам уже, да, приносит денег. И это потрясающая штука, вообще потрясающая практика. У меня курс «Частная практика», где мы как раз работаем про зарабатывать и зарабатывать много, начинается с анализа, да, того, о чем мне реально приносит деньги. Мы там анализируем свои маркетинговые каналы, свои контакты, свои коммуникации, что как. И в этот момент ну, у человека часто раскрываются глаза, что он, например, там, вкладывает силы в социальные сети, а при этом все реальные клиенты к нему условно пришли там от друзей или по сарафанке. Ну и тут я, собственно, задаю вопрос, да, ребята, не надо ли начать активнее развивать сарафанку, ну если как бы она работает, социальные сети, если они нет. Вот. И вот первое, что нужно сделать, это провести такую очень честную ревизию. Первое, да, ну, за решение каких задач снова мне приходят деньги. Второе, по каким каналам мне приходят деньги. И дальше у нас появляется два пути развития, и оба эффективные. Первый путь развития. Как я могу делать
больше того же самого. Ну, то есть, условно, да, до какого-то момента писала тексты частным экспертам, да, психологам, людям, у которых был малый бизнес. А в какой-то момент я вышла на компании там уровня с Сибуром и с Росатомом приносит больше денег, чем с условным там психологом Петей Васечкиным. То есть я делаю то же самое, просто я делаю это на другом уровне, в большем объеме, в большем масштабе. Это первый способ, да, увеличить количество денег. А второе, это, собственно, ну, расширить каналы. Допустим, я понимаю, что ко мне клиенты приходят через там Facebook. Нельзя бук, да, как это теперь там надо называть в приличных местах. Вот. Или там, не знаю, что клиенты ко мне приходят через то же самое сарафанное радио. Значит, я сначала добираюсь до какого-то предела в этом канале, который мне сейчас уже приносит клиентов, а потом я начинаю водить жалом в разные стороны и выяснять, а как еще я могу привлекать клиентов. И, например, я обнаружила, что вот кроме любимых, обожаемых мною соцсетей, которые исправно меня содержат уже много лет, я прекрасно, просто офигически продаю на конференциях. Я еще ни с одной конференции не ушла без заказов и клиентов. И после этого я поняла, какой прекрасный канал. Ну, я час выступала, ушла с 3 контрактами. И я стала совершенно сознательно этот канал прокачивать. Я стала выстраивать отношения с организаторами конференций, да, участвовать в их там внутренних рейтингах и так далее. И делать так, чтобы меня активнее приглашали как спикера, потому что, оказывается, это прекрасный для меня канал продаж. Ну, то есть, вот, собственно, два пути-то, да, то есть либо увеличивать масштаб того, что ты делаешь, либо увеличивать количество каналов, либо делать и то, и другое, отлично работает. Это очень ценно, на самом деле, рекомендации. А, Сделаю небольшой такой спойлер. Совсем недавно моя супруга показала мне вебинар ваш со Светланой. Называется «Архетипы маркетинга». Это один из тех вебинаров, которые я, не отвлекаясь, просмотрел на одном дыхании, честно. И Спасибо. да, да, это было превосходно, это было прекрасно, на самом деле. Я уверен, что а, мы в конце сделаем анонс, куда бежать. Вот. Хотя я заметил Вебинар, по... кстати, если что, доступен совершенно бесплатно у меня на канале. И вебинар про архетип, который мы делали со Светой последним, можно посмотреть. Так что, если кому-то интересно, о чем с таким восторгом говорит Адель, то, собственно, в канале, который ищется по словам Майи Богданова, есть открытый вебинар по архетипам. Это наша новая тема исследования с прекрасным маркетологом и копирайтером Светланой Лаврентьевой. В общем, большая моя новая любовь, эти наши русские архетипы. Да, это очень новый, такой новый подход к маркетингу, я бы сказал. И если я не ошибаюсь, сегодня, 15 декабря, последний день, когда можно купить курс а, по скидкам. Да, сегодня последний день, когда работает ранняя цена на курс «Сказочно эффективные тексты», где мы со Светой будем рассказывать, как разговаривать, собственно, из своего архетипа, потому что большая часть нашей аудитории уже опылилась концепцией архетипов, так или иначе себя протипировали с нашей помощью. У нас и, собственно, перешли к вопросу, и что теперь с этим делать? Вот я Василиса Прекрасная, и что, как жить-то с этим, да? Или вот я Баба Яга, и как теперь с этим быть? И вот, собственно, на вопрос, и как же с этим быть, и как продает Баба Яга, или как продает там Василиса, мы будем отвечать на курсе, начиная с 8 января, и это будет, ну, очень крутая история, потому что Света, как и я, профессионально много лет занимается текстами, прекрасно кот Басё, которого знает Рунет, да, именно под этим именем ее знает. Вот, и, конечно, я и Света про тексты, мне кажется, это просто, ну, больше не надо ничего говорить, все остальные слова какие-то лишние. Вот, просто два человека, которые влюблены в тексты, очень много лет их анализируют, препарируют и, наконец-то, слились в экстазе для того, чтобы делать это вместе. Иногда, после того, как я посмотрел этот вебинар, открою вам небольшой секрет, я слегка своим клиентам, кидая ссылку, говорю, посмотри, посмотри и посмотри не один, чтобы кто-то с тобой посмотрел и сказал, вот
это похож на тебя, потому что в моем понимании, когда я смотрел, у меня был один архетип. Моя жена, которая хорошо меня знает, она говорит: ты, Иван, третий сын, у тебя пиздецовый маркетинг 100%. И я такой: как же так? Там третий человек посмотрел и говорит: нет, ты кот Баюн. И я такой: что происходит? Да? Вот. На... При этом всем вопрос заключается в том, что вот у какого-то архетипа работают соцсети, у кого-то работает сарафанка, у кого-то работает легендирование, и этим нужно заниматься. У людей, у которых ничего не работает, есть такие. Смотрите, да, безусловно. И да, я говорила про это внутри курса, на вебинаре, по-моему, не говорила, что да, есть люди, которые не нашли еще свою эффективную стратегию. Но тут ключевое слово «не нашли еще». Потому что в итоге они все равно могут ее найти, они все равно могут проанализировать, что для них работало. И ключевой вопрос, который я люблю задавать, когда я типирую сама людей, я спрашиваю, какие деньги в своей жизни вы хотели бы повторить? Да? Вот какие деньги пришли так, что вы готовы сделать это еще раз. И, например, если говорить про меня, когда я думала про себя, да, вот какие деньги я бы хотела повторить из там, очень разных способов, которыми я зарабатываю. Когда-то я строила Mail.ru недвижимость. Совершенно такой прекрасный проект был. Это был отдельный журнал, он назывался «Собственник», потом он влился в Mail.ru и стал Mail.ru недвижимость. И это было потрясающе. То есть ко мне пришли люди с просто идеей о том, что вот они бы хотели бы создать журнал о недвижимости, дали мне полную вольницу в плане организации команды, рекламы, тоже контент-политики и так далее. И я сделала реально ту систему, которую я хотела. Вот это те деньги, которые я готова повторить хоть завтра. Завтра ко мне придите, скажите: Майя, надо подвинуть все твои проекты, но вот то, что ты сделаешь, будет на Mail.ru, на главной. Я скажу: блин, да, я готова, пойдемте обсудим. Ну, потому что я люблю масштаб, я люблю строить системы, я люблю решать там задачи сложные, да, и видеть какое-то системное решение для них. И это очень важно для меня. И когда я понимаю, что вот там я строила систему, да, в этом журнале про казино, про который я сегодня уже рассказывала, я строила систему. И когда я вспоминаю проекты, которые мне реально кажутся крутыми и которыми я горжусь, я строила там системы. И тогда становится понятно, какой у меня архетип, да, и что вообще без вариантов это Иван Царевич. Вот, поэтому ключевой вопрос: какие деньги я готов повторить? И что я сделал, второй вопрос, для того, чтобы это получить. И вот что я сделал для того, чтобы получить этот проект, это и есть ваша дорога к тем деньгам, которые вам нравятся. Это и есть ваш здоровый способ проявленности. Как правило, там это совпадает. На минуточку, друзья, могу вам сказать, что такая информация, если честно, по-умному-то должна денег стоить, как бы, да, потому что это неотъемлемый опыт, знание, мудрость. И обращая внимание как раз на мудрость, Майя, а какую мудрость, какие рекомендации вы даете своим ученикам, своим детям, своим подписчикам по финансовой грамотности? Слушайте, ну вот, наверное, первое, к чему я призываю, это контроль. И тоже мы про это уже сегодня с вами говорили, да, понимать, откуда реально приходит. И честно, я так себе контролю, куда я трачу, потому что в какой-то момент я задала себе вопрос: ну ты хочешь накопить, зачем? Чтобы что? У тебя больше не будет, тебе больше не дадут, как бы, это вот последний заказ, вот чтобы что, тебе зачем, чтобы они лежали? Ну, у меня закрыты базовые потребности, да, из серии там квартира, машина, инвестиции, там, ну вот что-то, что я хотела закрыть, я закрыла. При этом внутренний голос при этом продолжал говорить: да, Майя, надо контролировать, куда ты тратишь. И я спросила этот внутренний голос: а скажи, пожалуйста, а зачем? Вот зачем мы хотим это контролировать?
Ну вот что такого я невероятного трачу, да, что вот это надо срочно поставить на контроль. Внутренний голос заткнулся, никакого внятного ответа мне на этот вопрос не нашел. И я сказала, не, ребят, давайте так, я контролирую увеличение количества входящего потока. А вот исходящий поток меня вообще не интересует. Вот сколько пришло, столько ушло. Ну и как бы они для этого и нужны. Это энергия, которая через меня проходит. Чем больше энергии через меня проходит, тем и отлично. Сидеть на этом попой я не собираюсь, потому что я видела огромное количество историй, да, в своей семье, в своем роду, в своем окружении, когда люди сидели, копили, потом это все обесценивалось государством, это воровали, это там еще чего-нибудь, да, происходило. Да ну его нафиг. Ну, честно, я лучше буду увеличивать количество входящих потоков. И это, наверное, то, про что я говорю с детьми. Я тоже их совершенно не контролю в том, сколько они тратят, я их вообще про это не спрашиваю. Если они говорят, что надо, я даю. Но интересно, что у меня при этом из 3 моих детей 2 зарабатывают самостоятельно и не просят. То есть у меня сын работает, дочь старшая, соответственно, тоже работает и живет самостоятельно. У меня просят пока только младшая дочь периодически, но я не могу сказать, что особо часто. Ну, из серии там на обеды, на дорогу. Вот, у нее пока не очень понятно, чем она будет заниматься, но я точно понимаю, что как только она определится с тем, что она будет делать, и начнет это делать, там тоже эта история будет очень, ну, быстро уведена в самостоятельность. Потому что вот, ну, вот есть какой-то вот этот акцент на то, что, ребят, да, пока вы учитесь, как бы ваш источник денег это я, хотите создавать дополнительные, да, пожалуйста, я всегда поддержу, вот, и если как бы не хотите, то и дивно, собственно, и не надо. Как только учеба заканчивается, вы живете самостоятельно, про это вы должны понимать. Собственно, все, как бы есть прозрачность, есть понятная система. Привет, Иван Царевич. Все, собственно, в ней живут. Прекрасно. Ну и мы подошли к самому интересному. Расскажите про курс. Что там будет? Куда бежать? Куда писать? Слушайте, это какая-то, правда, невероятно трепетная для меня тема. Я бесконечно занимаюсь вот этим вот сейчас исследованием. Как говорят архетипы, как они проявляются, как они думают, как они выстраивают отношения, как они выстраивают бизнес-отношения. Например, сегодня я обнаружила потрясающую вещь, я никогда этого раньше не замечала, но сегодня обратила на это внимание в разговоре и поняла, что да, так есть. Баба Яга впрямую говорит человеку: должен будешь. Я сейчас тебе вот сделала, должен будешь. Это фантастика. Никто так не говорит. Ну, как будто бы там, да, все общаются совершенно там на другом уровне, ну, никто это впрямую не проговаривает, ну, как-то сочтемся, вот тут я тебе, там ты мне. Баба Яга говорит. И вообще нигде у нее не ёкает про это, и к этому все нормально относятся. А, ну да, должен буду, понял, хорошо, там, что скажи потом, чем отдать, какими мухоморами. И никому так нельзя, а ей так можно. И это реальное исследование, которое идет во времени, которое вот натурально происходит со мной каждый день. Я разговариваю с клиентами, вот ко мне приходит клиентка, и я понимаю, о, это премудрое. А, ну вот почему в блоге вот так. Я говорю, а вот это видим, а вот это видим. А что продюсеры-то говорят, упрощать надо? Не надо ничего упрощать, сейчас по-другому разберемся. И это безумно круто. Это какой-то вот, ну, как будто бы инструмент, который наконец-то все упорядочил и сделал разговор с каждым человеком очень предметным и очень про него. Не вообще, в принципе, всем в текстах нужно вот это, а послушай, тебе с твоим архетипом, с тем, как ты звучишь, с тем, что от тебя ждет мир, нужно вот это. Давай попробуем. И человек начинает это делать, и он начинает получать удовольствие, он начинает получать кайф. И когда мы делали это на живом тренинге со Светой, мы дали первое задание пойти попродавать, ну, внутри тусовки, да, внутри круга, из архетипа, который не нравится, который интуитивно не близок. Люди говорили, сводит челюсти, зажим, не могу говорить, гнев, слезы, не хочу ничего, напряжение внутри.
Потом мы сделали разбивку состояний и отправили их продавать из того архетипа, который интуитивно нравится, близок, показали, как надеть его на себя, как войти в это состояние, они пошли продавать. У нас сделки были прям там. Люди реально продали, реально договорились, реально перевели друг другу денег и договорились о сотрудничестве. И вот эта свобода, которую люди обретают, когда они начинают говорить, писать и действовать из своего архетипа, она невероятно красивая. Я могу этим бесконечно любоваться. Собственно, ее и будем создавать в январе. И все 4 вебинара будем писать, редактировать, да, то есть на все вебинары, они не лекционного формата, они прям с живой практикой, с работой в парах, с работой в тройках, с работой команда на команду. Это тренинговый совершенно такой честный формат, несмотря на то, что он в онлайне, и мы будем пробовать говорить и писать из своего архетипа. Это, ну, на мой взгляд, я говорю, правда, в первую очередь это красиво. Согласен. Это большое счастье видеть, как люди проявляются. Ссылка на сайт будет под видео. Сайт выглядит фантастично. Я посмотрел, все там пролазил. Поэтому пишите, звоните, переходите по ссылке. И связаться можно тоже через сайт. У нас, к сожалению, время уже подходит. Майя, я думаю, сейчас мы с вами еще раз созвонимся, обсудим некоторые моменты. Безумно рад с вами познакомиться. С удовольствием еще созвонюсь с вами. С удовольствием проведем еще какое-нибудь интервью. Когда начнется как раз у вас вот этот январский движ, чтобы ваши подписчики узнали, и вообще люди, в принципе, узнали, как это внутри. Когда это не просто вот будет, а уже вот идет, это идет. Я думаю, это не единственный же будет курс, да? Да, конечно, конечно, мы будем это продолжать. Спасибо большое, Адель, рада была пообщаться. Я благодарю вас и благодарю всех, кто смотрит сейчас это видео, за лайки, подписки и ваши комментарии. Всем пока.